Сегодня мы вам покажем и расскажем о том, какие цены в супермаркетах, и покажем весь обзор продуктов. Мы приехали на пляж. Пляж не самый чистый. Сейчас мы будем тестировать русскую еду. Всем привет с острова Самуи! Поздравляем вас с наступившим 2022 годом! Спасибо за ваш лайк, за ваш написанный комментарий и за вашу подписку на наш канал. Всем приятного просмотра! Сегодня мы вам покажем и расскажем о том, какие цены в супермаркетах, где можно сэкономить, и покажем весь обзор продуктов. Также мы с вами проверим, действительно ли зимовка в Таиланде это дешево или это наоборот дорого, а также расскажем, почему у кого-то происходит так, что получается слишком дорого. Мы покажем стоимость, и вы сами сориентируетесь, поймете, сколько бы вы тратили на еду. В сегодняшнем выпуске мы подробно расскажем про ценообразование в самых популярных тайских супермаркетах. Это Big C, Tesco, Makro и Supercheap. Также мы покажем стоимость в рыночках. Самая первая локация у нас Big C. Посмотрите, какое большое количество велосипедов, как детских и, конечно, взрослых. Огромное количество, и цены по сравнению с российскими, они, конечно, очень приятно удивляют. Люди, которые говорят, что зимовка это дорого относительно продуктов, очень часто покупают именно то, что здесь не производится и не растет. Например, если мы возьмем овсянку, которая здесь не растет и не производится, она стоит вот здесь полкилограмма 50 бат, соответственно, килограмм, это еще со скидкой, соответственно, килограмм получится 100 бат, 200 рублей. На секундочку, у нас можно овсянку купить дешевую, за 13 рублей, нормальную за 50-60 рублей. Но, например, рис тут растет и производится, вот он достаточно дешевый, 23 бат, стоит 1 килограмм. Соответственно, можно с утра есть не овсянку, можно есть рис, и так получится зимовка намного дешевле. То есть, если вы хотите не тратить целое состояние на еду, которую вы привыкли есть в России, вы можете переходить на что-то тайское и бюджетное. Помимо привычного нам подсолнечного масла, здесь есть соевое, это будет самое дешевое, здесь есть огромный выбор рисового масла, и здесь есть кокосовое масло, оно тут будет еще подороже. Если говорить про оливковое масло, то оно тут практически все импортное, соответственно, получится в разы дороже. Соевое масло стоит в среднем такую стоимость, 51 бат. Рисовое масло чуть дороже, цена в среднем такая, но все очень сильно зависит от марки, потому что здесь цена будет уже выше. Ну и цены на кокосовое масло тут достаточно разные. Можно за 197 бат найти, можно за 120, а можно вообще за 84, а можно вообще за 580. Вот цены на оливковое масло, они тут тоже разные. А это цены на 5-килограммовые упаковки риса. Тоже все очень сильно зависит от бренда. Майонезные соусы тут достаточно дорогие, а майонеза тут вообще очень мало. Если рассматривать макароны и лапшу в привычном понимании, то здесь она импортная, достаточно дорогая. Если смотреть на какие-то тайские вариации, то дешевле, намного разнообразнее и очень-очень вкусно. Есть рисовые, есть соевые, есть прозрачные, есть такие разноцветные, прикольные. То, что и заодно вы сэкономите. В Макро есть упаковочки побольше и получается подешевле. В Таиланде в целом высокая цена на молоко, не только в Big C, и средняя цена на литр составляет даже меньше, около 100 рублей. Также тут есть йогурты очень прикольные, 4 штуки, как правило, стоят в районе 40-50 бат, средняя цена будет 45 бат. Это не только в Big C. Также, что очень здорово в Таиланде, есть, это протеин. Где в России можно в обычном продуктовом магазине купить протеин? Нигде. А тут можно взять бутылочку за 37 бат, выпил с быцашками, со всем чем угодно, и идешь, в принципе, напился, наелся. Это очень здорово. Сейчас возьму, как раз хочу есть. Самая моя большая боль в Таиланде — это то, что сыры по нереально большой стоимости. То есть, если взять каких-нибудь средний сыр, 200-300 грамм, стоит 300 бат. Это 600 рублей. Вы представляете? Цена в Big C на десяток яиц составляет 60 бат. Но дешевле покупать их 3 десятка, получается 89 бат, и такая цена примерно везде. В Таиланде еще продаются такие яйца. Красные, зеленые, черные. Многие думают, что это пасхальные яйца, но это не так. Это столетние яйца, это пришло с Китая. Можно увидеть, как они выглядят внутри. И не все, конечно же, их покупают, потому что вкус и запах у них очень специфический. Если вы хотите, чтобы мы их попробовали, мы с Машей, то
поставьте лайк и напишите комментарий, что вы хотите, чтобы мы это попробовали. На свой страх и риск мы это сделаем. В Бикси есть раздел со скидками 50-75%, где можно, например, молоко купить за 32 бата вместо 45. Причем хочу отметить, что качество не как у нас, знаете, в пятерочке, когда со скидкой уже такая вот вздутая бутылка и пьешь уже кисло. Тут хорошее качество довольно-таки, потому что у нас стояло там и неделю, и 2, и 3, и мы пили, в принципе, было все отлично. Возьмем еще тамаринт, он как раз таки со скидкой, потом попробуем и расскажем обязательно вам, какой он на вкус в одной из следующих передач. В Бикси есть специальный раздел, где можно купить готовую еду. Можно купить как рис с курицей, так и макароны со свининой. Это все стоит где-то 15-19 бат. Скидки тут после 6 вечера, сейчас уже 6:15, и ровно половину того, что выставили 15 минут назад, уже разобрали. Тут все очень вкусно, в принципе, все питательно, можно взять и дома в микроволновке разогреть, и в принципе наесться. Единственное, в чем готов я вас предостеречь, так это в дешевой рыбе. Вот эту вот рыбу ни за что никогда не берите. Мы как-то ее взяли, мы вскрыли пакет, и был просто нереально ужасный запах. Настолько невыносимый, что его просто выкинули. Самое интересное, что даже после того, как мы его отнесли на мусорку, запах в доме и вокруг сохранялся еще где-то около суток. Есть еще курочка-гриль, 99 бат. Цена на курицу составляет всего лишь 69 бат, это около 150 рублей. И это просто практически в 2 раза дешевле, чем у нас в России. Цены на остальные куриные продукты, как вы видите, вот такие. Капанка. Цены на мясо примерно такие же, как в России, может быть чуть-чуть дешевле, но иногда бывают скидки, соответственно, можно купить намного дешевле. Масло здесь в основном все импортное, и оно достаточно дорогое. Но мы впервые нашли масло, которое производится в Таиланде. И вот такая вот маленькая упаковочка стоит 100 грамм 60 бат. Цены на колбасы вы видите, это за 100 грамм в среднем где-то от 127 от 150 бат. В Бикси фрукты достаточно дорогие, вот, например, цена за манго 149 бат, поэтому мы очень часто покупаем в Макро. Вот есть такой вариант, это гуава с арбузом. Все нарезано и стоит всего 28 бат со скидкой, раньше стоило 40 бат. Как видите, бананы просто по космическим ценам. Но мандаринки всего 39 бат. Наверное, решили порадовать русских перед Новым годом. Также драгонфрукт 39 бат. Но это со скидкой, раньше он был дороже. Смотрите, то, чего нам не понять, это в разделе фруктов специальный соус для фруктов и специальный сахар с перцем для фруктов. Килограмм картошки стоит 49 бат. Мы еще любим брать маракую, вот она со скидкой 63 бата, а так стоит в районе 80-90 бат. Помидоры стоят 89 бат за килограмм. В целом хлеб здесь немного дороже, чем в России, но можно найти и такие достаточно адекватные цены, например, 20 бат, 22 бата. Свежая выпечка тут достаточно дорогая, вот такой хлеб стоит 108 бат. Такая буханка стоит 55 бат. Мы берем вот этот хлеб за 22 бата, он с отрубями, так как у нас есть тостерница. Цены на пиво, ну вот такие вот. Самая дешевая баночка это 47 бат. Чанг, самое популярное пиво. В Таиланде очень дорогой шоколад, то есть плитка в среднем, ну вот такая вот стоит 95 бат, чтобы вы понимали. А сейчас ненадолго прервем рассказ про продукты, чтобы вам показать пляж Рок-Бич. Поехали!
Мы приехали на пляж, который называется The Rock Beach. Как видите, название соответствует тому, что мы увидели. Тут очень много камней. На пляже в данный момент, помимо нас, никого нету. Пляж не самый чистый. Можете посмотреть, тут всякие бутылки, какие-то шлепки накиданы. То есть, скорее всего, когда был прилив, это все сюда присыпало. Но странно, что его не убирают, потому что тут такие два довольно-таки хороших отеля. Я вот смотрю, и они не заброшены. Сейчас с Машей подумаем, будем мы купаться тут или нет, потому что камни довольно-таки близко и волны большие, можно травмироваться, так сказать. Спасателей тут нету, спасать некому. Пляж довольно-таки небольшой, маленький, все закрыто зеленью, и выглядит он красиво. Если бы, конечно, тут было убрано, было бы красивее. Я не знаю, как тут было в доковидное время, возможно, тут так и было, но что-то мне подсказывает, что он был намного красивее. Кто бывал тут ранее, напишите в комментариях, соответствует ли он тому, что вы видели в доковидное время. Водичка здесь прозрачная, чистая, прям хочется искупаться, но посмотрим, насколько тут много камней. Песочек здесь такой с размельченной ракушкой, достаточно крупный, поэтому будет массаж для ног. Вон там вот такие классные валуны, очень здорово подходят тем, кто любит фотосессии, как раз вот идеальные для этого места. Как видите, вот такой вот подступ к пляжу. Водой его хорошо так подразмыло. А вот отельчик, который находится рядом, там вот траву косят, но почему-то напрочь отказываются убирать бутылки с пляжа. Наконец-таки пришел еще один посетитель пляжа. Как видите, ловят рыбу. Возможно, тут водятся очень хорошие рыбешки. Возможно, этот пляж вообще для ловли рыбы. Вот территория отеля, который рядом. Как видите, такие шезлонги чуть-чуть завалены. А вот тут, скорее всего, делали массаж. Но сейчас немного в таком разрушенном виде. Скорее всего, в этом отеле или нет посетителей, или он уже не функционирует. Хотя траву покосили, непонятно. Вид просто супер вообще, вот красота. Вот стоишь, смотришь, наблюдаешь. Вообще просто вот шикарно. Когда потом сюда оборачиваешь голову, то чуть-чуть грустно становится. Мы тут заметили необычные плоды на дереве. Может, кто знает, что это такое растет, мы впервые увидели в Азии такое. Издалека похоже на ананас, но когда подходишь поближе, не похоже на ананас. К 5 часам мы увидели человека, который все-таки убирает пляж. И, скорее всего, можно сделать вывод, что именно этот отель тут функционирует. Хоть одна хорошая новость. Ну вот мы дошли до конца пляжа. Тут еще больше камней. И там еще один заход, можно присмотреться, лестница есть. Хотел немного с вами поделиться своими впечатлениями. Сейчас наступает Новый год, и очень смешанное ощущение, потому что приближение Нового года — это всегда сугробы, холод, гирлянды. В Азии, ну, по крайней мере, в Таиланде этого нету, и о приближении Нового года вспоминаешь только тогда, когда заходишь в какой-то магазин и видишь елку. И думаешь, а что он тут делает? Такое ощущение, как будто бы сейчас июль, и кто-то решил праздновать Новый год. Это так немного кажется нелепо. И ощущение Нового года вообще не присутствует даже ни на 1%. Хоть мы и поставили у себя небольшую елочку 20 сантиметров, сказать, что мы сожалеем или жалуемся, конечно же, нет. Потому что когда посмотришь фотографии сугробов, метели, то сразу чуть так ты бы себя щипаешь и вспоминаешь, что ты находишься в тропиках. Тут море, солнце, пляж. И начинаешь себя благодарить, сразу эйфория, и начинаешь более весомо ощущать то, что ты здесь находишься. Может быть, мы на видео не всегда такие радостные и счастливые, но тем не менее, каждый день я вспоминаю, что все-таки как классно, что мы тут, а не там, где холод и серость. Ну вот, просто хотел немного поделиться своими впечатлениями, потому что, возможно, это будет кому-то интересно. Отсюда открывается вот такой вот вид на остров. Не знаю, побываем мы там или нет, я сейчас посмотрел, там какая-то красивейшая статуя лежачего Шивы. И я отсюда вижу прям очень красивый пляж. Возможно, даже там можно увидеть будет какое-то такое подобие заката. Не знаю, посмотрим, но мне прям он визуально очень понравился, красивый такой.
сидим с Машей, смотрим на волны и увидели уже какие-то кадры с Патонга, где уже там просто лежак на лежаке. И мы немного изумились, потому что когда мы были в октябре и уехали в начале ноября, там вообще было вот, ну вот примерно как вот тут вот. И мы сейчас сидим, наслаждаемся тем, что красивые волны, красивая природа, абсолютно нету людей. И понимаем, что, возможно, 2-3 года назад тут тоже был аншлаг. Как видите, тут можно купить готовую еду, всякие вкусные штуки, и потом тут сесть и покушать. Сначала нам показалось, что магазин премиум класса и цены тут дорогие, потому что он оформлен намного лучше, чем Big C или, конечно же, Макро. Напоминает нашу азбуку вкуса, где все красиво и ценник намного выше среднего. Но по факту оказалось это не так. Тут же можно найти спокойно товары намного ниже по стоимости, чем в магазинах и даже придорожных рынках. Мы тут обычно иногда берем кокос, видите, за 29 бат. И тут же можно на месте его и открыть. Также тут есть большое количество товаров со скидками. Здесь есть разные акции и скидки, например, на шоколад 2 по цене 1. Для любителей экзотических спиртных напитков этот магазин, конечно, незаменим. Изюминка этого магазина – этот улыбающийся робот с веселой музыкой. Дальше у нас на очереди Tesco Lotus, в котором есть большой фудкорт, и, к нашему удивлению, есть даже наша традиционная еда. Мы, конечно же, не могли пройти мимо и не попробовать. Tesco очень интересен тем, что здесь есть фудкорт, и здесь мы нашли русскую еду. Как раз-таки мы на Новый год совершенно не понимали, что готовить, потому что русских продуктов тут далеко не все есть, и, соответственно, очень здорово, что мы нашли вот это. А сейчас мы попробуем и посмотрим, как готовят тайские мастера русскую еду. Смотрите, тут есть винегрет, блинчики с грибами, рулетики с баклажанами, салат мимоза с тунцом, селедка под шубой, это прям вообще яблочный квас, морс ягодный и, конечно же, пельмешки. Вареники, пельмени и куриные котлеты, куда без них. Смотрите, тут есть даже перчики фаршированные, я не сразу заметил. Thank you. Спасибо. Сейчас мы будем тестировать русскую еду. Пробуем пюре. Ой, так вкусно! Как будто я попала на секунду домой и попробовала мамину пюрешку. Сейчас попробуем котлетку. Реально как мамины домашние куриные котлетки. 100% ваша мама такие тоже готовила. Тут их можно поесть. Офигенно вкусно. Мы спросили у продавца тайки, кто это все готовит, и она ответила, что это готовят русские повара, и потом это все разогревается. Мы не относимся к тем людям, которые приезжают за границу и едят только русскую еду. Мы, наоборот, всегда пробуем только местную еду. Мы любим вкусную еду и любим тестировать. А Таиланд, наверное, одна из самых тех стран, куда стоит ехать именно ради еды. Поэтому показываем в первую очередь тайскую еду. Но иногда под Новый год почему не попробовать то, что мы с детства любим? Меня больше всего приятно удивила цена. Я думал, что будет стоить минимум в 2-3 раза дороже, потому что это же экзотика. А оказалось так, что пюре с картошкой, этот салат мимоза стоит 35 бат, это 100 грамм. И салат шуба стоит 45 бат, это тоже 100 грамм. И на все про все на двоих у нас получилось 290 бат. В принципе, в Питере можно за эту же стоимость зайти в столовую и покушать. Это примерно столько же выйдет. А это Таиланд.
И это такая вот экзотика. Единственное, что меня очень сильно огорчило, это то, что сегодня нету холодца, потому что он закончился. В следующий раз, когда будет Рождество, скорее всего, я его попробую и обязательно расскажу свои впечатления. Тестирую селедку под шубой, я ее обожаю. Без нее у меня ни один Новый год не проходит. Вкусно. Рыба прям то, что нужно, майонез тот, что нужно. Чуть-чуть только какая-то кислинка добавилась, не знаю, что это. Может быть, чуть-чуть свеклой переборщили, но в целом на 90% это именно та шуба, которую мы любим. Сейчас буду пробовать мимозу. То, что нужно, вот один в один, прям идеально подходит. Все прям, ингредиенты все. Я, честно говоря, не повар, я не разбираюсь во всех ингредиентах. Я ни разу ничего из этого не готовил, кроме пюре, конечно. Но вот по вкусу я очень тонко чувствую там то или не то. 9 из 10, все мои ожидания оправдались, поэтому супер. Кстати, да, что-то кислит, но в целом как бы очень вкусная селедка. Я думала, если честно, чуть повкуснее будет, потому что котлеты с пюре просто нереально вкусные. Попробуем теперь мимозу. А вот мимоза офигенная. Майонез там, конечно, чуть-чуть отличается, но в целом вкусный. На самом деле в Тае все-таки тяжело найти очень похожие ингредиенты из русской кухни, но в целом все здорово. Ну, шубу я не могу сказать, что прям супер получилось, но в целом очень вкусно. Сегодня я в костюме Снегурочки. Если честно, я думала, что на меня и на этот костюм будет немножко другая реакция. На меня чуть-чуть косо посматривается, но я надеюсь, что хотя бы вас этот костюмчик улыбнет, и у вас будет новогоднее настроение. Кстати, именно в Tesco мы купили Маше велосипед всего за 1000 бат. И если вы приезжаете на 3 месяца и более в Таиланд и не собираетесь перемещаться по стране, как мы, но любите велосипеды, то выгоднее всего, конечно же, купить велосипед, потому что аренда велосипеда от 1500 до 3000 бат в месяц, а нормальный велосипед в Big C или в Лотосе стоит в среднем 3-4 тысячи бат. Категория продуктов и цены в Tesco Lotus примерно такие же, как и в Big C, только совсем чуть-чуть дороже, по нашим наблюдениям. Манго стоит 49 бат за килограмм. Это, в принципе, неплохая цена, потому что у нас пару раз даже при дорожном фруктовом рынке вышло так, что 1 килограмм манго нам за 150 бат продавали. Цены на яйца тут достаточно дорогие. Как вы видите, 3 десятка 149, 135 бат стоит, а десяток 60 в среднем бат стоит. Тут есть еще такой стеллаж со скидками, где вы можете купить какие-то продукты в разы дешевле, например, торт и всякие вкусняшки, которые тут есть. В Tesco можно оплатить картой, и это очень удобно. Капункам. Вот мы и добрались до нашего любимого Макро, в котором мы бываем довольно часто, потому что последние 2 месяца мы живем рядом с ним. Макро как раз таки тот магазин, где мы покупаем фрукты, потому что они здесь намного дешевле. Вообще здесь обычно закупаются рестораны большими партиями, поэтому цены здесь значительно ниже, чем в остальных магазинах. Но не на все. Манго здесь за 49 бат, папайя, правда, она зеленая, тоже за 49, и есть вот такие зеленые манго за 29. Их можно положить ненадолго в темное место, теплое, и они дозреют. Ананасы стоят тут всего лишь 29 бат, поэтому мы их берем обычно здесь, потому что в других магазинах, например, в Централ фестивале стоит 109 бат. Цена помидор ровно такая же, как и в России, поэтому разницы никакой нет. А вот на полкилограмма огурцов, вот таких вот маленьких, цена всего лишь 17 бат, это где-то 40 рублей. Я очень долго думала, что это за овощ. А вы знаете, что это такое? Напишите в комментариях. Лайма, например, тоже продается тут большими упаковками. Тут получается тоже дешевле всего. Еще есть вот такие классные наборчики для супа. Например, это тайский суп с различными приправами и специями. Можно взять и прямо все это добавлять. Картошка и морковка в Таиланде вся абсолютно импортная, ее тут они не выращивают, поэтому она в целом тут дорогая. Но в Макро цена самая такая дешевая. Получается 39 бат, более-менее нормальная, и 29 со скидкой, но она какая-то зеленая. Дороже всего стоит, конечно же, лобстер. Смотрите, какие щупальцы.
страшные. 1 килограмм стоит 3399 бат. Видите, руками нельзя трогать. Ну и, как видите, рыба на любой вкус, и она довольно-таки свежая. Может быть, даже утром уже была выловлена тут. На яйца тут более или менее нормальная цена, на 30 штук, поэтому мы обычно берем тут. Обычно овсянка достаточно дорогая, но мы нашли вот здесь вот в Макро такую самую нормальную по цене за 75 бат в килограмм. Куриная грудка здесь стоит 75 бат вместе с кожей за килограмм, а куриный фарш стоит 72 бата, поэтому, может быть, попробуем сделать как раз-таки те домашние котлетки. Тайцы еще любят дарить такие продуктовые корзины, и еще у них есть такие корзины со всякими оздоровительными чаями, напитками и так далее. Это прям очень популярно, и вы всегда можете найти это перед Новым годом. Буквально до европейского Рождества здесь было огромное количество всякой мишуры, огромных елок, всяких фонариков разнообразных. Рождество прошло, и здесь осталось только небольшое количество всякой мишуры и остальных новогодних атрибутов. Как Маша сказала, до 25 числа было много елок и украшений. Сейчас осталось в Макро только одна елочка. Мы взяли где-то в 2 раза меньше, и хорошо, что успели. Если бы мы приехали за 2-3 дня до Нового года, наверное, мы бы вообще остались без елок. А в Таиланде это не считается прям супер каким-то праздником Новый год, так как в Таиланд празднует свой Новый год в апреле. Он называется Санкран. Возможно, через пару месяцев мы этот праздник покажем, если еще не уедем. Кэш. К сожалению, в этом магазине по карте не оплатить, поэтому будем оплачивать за наличку. На выходе с магазина проверяют наличие всего, и нужно давать обязательно чек. Все, теперь мы можем выходить. Есть еще в Таиланде и не туристический магазин Суперчип. Это место любят в основном тайцы. Тут также можно покупать оптом и в розницу. На некоторые товары цена самая низкая в стране, и к тому же он работает круглосуточно. Здесь имеется все самое необходимое как для дома, так и для готовки. Обычно он размерами вот такой вот. Вот столько он места занимает. На Пхукете, то, что мы видели, 3 суперчипа были вот такие. Тут же заходишь еще вот в такой вот ангар, где вообще все есть. И стиральные машины, и холодильники, и все что угодно. То есть по размерам он может даже соперничать, наверное, с Макро. Настолько он огромный. Тут даже есть одежда. Как видите, к сожалению, без Google переводчика даже не понять, что это конкретно такое. Все на тайском. На английском нет ни слова. Огурцы, как видите, 25 бат килограмм. И мы еще нашли майонез для салата. 45 бат, 220 грамм. Мясо можно купить не только в Биг-Си, но и на различных рынках. Главная особенность этих рынков в том, что тут ужасно пахнет. Поэтому хорошо, что есть маски. Можно купить вот таких вот кальмарчиков, стоит 50 бат всего такая тарелочка, достаточно выгодно, и эти кальмарчики маленькие, они будут достаточно вкусные. Здесь уже кальмарчики идут с креветочками, тут уже цена составляет 100 бат, чуть-чуть подороже, но кальмарчики такие же, их просто побольше. Yesterday? Вся суть рынка состоит в том, что вся продукция здесь свежевыловленная. То есть вот эти кальмары, их выловили прямо сегодня утром. И тут они уже на прилавке, и вы можете наисвежайшие кальмары купить и сегодня же съесть. Крабики побольше, 400 бат стоят. Кальмарчики тоже побольше, 280. Большие тигровые креветки. Вот этот вроде бы лангуст стоит 1100 бат, и посмотрите, какой он огромный, здесь даже есть где-то с икрой. Куриная грудка на рынке стоит 90 бат, дороже, чем, например, где-то в Биг-Си или в Теско.
Но здесь курица максимально свежая, потому что ее, видимо, зарубили либо сегодня с утра, либо вчера вечером. В основном в Big C, в Tesco и в других больших магазинах это все изначально замороженное. Все эти рыночки обычно закрываются часов 6-7, поэтому если хотите закупиться свежими продуктами, лучше это делать в первой половине дня. В этом году мы хотели обойтись украшением исключительно в виде елочки, но в последний момент мы решили купить побольше мишуры, чтобы украсить квартиру. Но после Рождества, которое празднуют иностранцы 25 декабря, было найти это все не так уж и просто, потому что большую часть всей мишуры почему-то убрали. Поздравляем вас с наступившим новым 2022 годом и хотим вам сказать огромное спасибо за то, что вы были с нами в 2021 году. Всех с наступившим 2022 годом. Большое спасибо, что в 2021 году вы подписывались на наш канал, смотрели, лайкали. Для нас это все очень ценно. В наступившем 2022 году мы обещаем, что будем стараться еще больше над качеством видео, над звуком, над картинкой. Очень надеемся, что будем радовать и новыми местами. Обязательно появится в этом году и квадрокоптер. Еще раз всех с новым 2022 годом. Всем спасибо за просмотр. Если вам был полезен и интересен ролик, то спасибо за лайк и подписку на канал. Всем пока!